Добрый день, уважаемые! Сегодня у нас на обзоре вот такой вот блочок. Данный блок изготовлен под заказ. Это модификация блока Кощей, то есть по габаритам видно, насколько он больше. Ну и, соответственно, и разъемов больше. Так же, как и цели и задачи немножко другие. В данном блоке 3 разъема на движение, управление 3 моторами. И 6 разъемов на 6 каналов управления. То есть всего здесь 7 каналов управления. То есть все вот эти вот моторы можно подключить к данному блоку. Управляется все это дело будет через приемник FS R9B фирмы FlySky, через пульт FlySky FS TH9X. Он 9-канальный, но использовать мы будем только 7. Покажу, на что способен данный блок, чтобы вы визуально убедились. То есть для начала включим, подложу карандаш сюда, чтобы не выключился разъем. И, соответственно, мне даже лучше сейчас выключить, чтобы вы услышали инициализацию. Подключаем как 4-проводные моторы, так и 2-проводные. Все это будет замечательно работать. 2-проводные, вот в данном случае 2-проводный мотор. У 4-проводного мотора подключен еще 2 крайних провода. То есть 2 к одному разъему, 2 к другому. Сейчас все это дело подключаем, проверяем и отправляем заказчику. Каждый канал способен выдерживать нагрузку спокойно 3 ампера. Ну, можно и больше. В данном случае 2 контакта выдерживают 3 ампера, а 4 контакта в 4-проводной схеме может выдерживать 6 ампер. Все данные взяты из, данные взяты из группы ВКонтакте. При включении блока передатчик передает сигнал, а приемник, соответственно, выдает сигнал на моторы. Звук. Он получается какой звуковой сигнал. Вот. Данный сигнал означает, что он включен. При включении приемника будет, соответственно, также сигнал на передатчик о том, что тут установился контакт. И вы это замечательно услышите. Также, если у данной аппаратуры тумблера стоят не в положении по умолчанию, то есть выключены, то аппаратура скажет о том, что нужно будет данную выключатели привести в нормальное состояние. То есть сейчас я это покажу. После приведения в нормальное состояние вы услышите звук моторов, когда установится связь между передатчиком и приемником. Вот, аппаратура звучит, здесь индикация, ошибка переключателей. Все, вот вы услышали звук. Теперь готово к управлению. Передатчик заранее запрограммирован на управление дополнительными каналами. В данном случае тут 4 канала по умолчанию, и плюс остальные каналы настраиваются. Здесь настроено уже все заранее, чтобы не тратить время. Показываем управление. Управление пропорционально. Каждый канал управляется ровно так, как нажимается полный газ, мотор вправо-влево. И, соответственно, моторы на движение. Вперед, потихонечку вперед. И до полного газа то же самое, назад в обратную сторону.
Также доп. Каналы. В одну и в другую сторону. Управление также здесь пропорциональное. То есть, может быть, это будет кран, может быть, это будет не кран или что-то еще другое. Тут я вам сказать не могу. Возможности обширные. Также у нас остался еще один канал. Сейчас я включу все моторы. То есть ток потребления в холостом ходе порядка 2 ампер. Это у всех вот подключенных данных моторов. Это были замерены на блоке питания без использования аккумулятора. Я выключу, чтобы было потише. Вот. В данном блоке стоит плата. Плата, естественно, убрана отсюда. Вот все, что от платы, от самого приемника осталось. Плата стоит внутри, то есть выведена. Если бы плата стояла снаружи или где-то внутри целиком, то габариты были бы намного больше. Поэтому все блоки, во всех блоках, в том числе и в кащее, стоят именно платы, разобранные приемники. За счет этого удалось добиться таких маленьких габаритов. Ну, относительно маленьких. Основное габариты забирают батарейки аккумуляторные, а также управляющая электроника. Здесь у нас 3 аккумуляторных 18650. Теперь я покажу, на что способен данный блок дополнительно с GIG-серво. GIG-серво есть управление рулевым колесом, там с углом поворота 180 градусов. Соответственно, мы ее подключаем сигнальным проводом к нумерованным контактам. Первый канал и так далее. Это тоже сервопривод. Ну, ее показывать он на одном канале у меня есть, поэтому можете посмотреть. Он менее мощный. Этот один из самых мощных, который мощнее, чем родной сервопривод. А вот эти приемники, вернее, вот эти моторы, сервомоторы, так называемые, без ограничения угла вращения. То есть они вращают на 360 градусов. И вполне могут заменить стандартный мотор, например, М-мотор. Просто по габаритам, если брать два мотора сопоставить, я думаю, в качестве лебедки или в качестве подъемного крана там, или где-то что-то подобное, она замечательно подойдет. Если будет мало усилий, там порядка килограмм, 1,2 килограмма, то есть в данном корпусе такие же моторы. Ссылку на обзор в YouTube я скину. Посмотрите. Это обзор не мой, поэтому там более подробно все объяснено. Теперь же здесь выведен управление 8 каналом в одну, в другую сторону, то есть переключателем. Если же надо управлять пропорционально, то вот пропорциональное управление, угол поворота, в отличие от родной серво, позволяет выставить любой угол поворота. Также здесь в приемнике есть возможность выставления угла поворота ровно на 180 градусов. То есть здесь сейчас на видео видно, что он не доворачивает. Соответственно, в случае необходимости это все настраивается именно в передатчике. Вот. И также управление вот этим. С какой скоростью вращается. Я отключу. С какой скоростью нужно нажимать. Также он будет вращаться. Медленно, быстрее. И едва-едва заметно скоростью. Ну, как заметно. Вот, собственно, весь обзор, что я хотел показать. Какие возможности появляются теперь у блоков. И вот конструктора Лего Техник в целом.
Да, к этому блоку уже нету смысла подключать приемопередающее оборудование. Так, во-первых, нету, во-вторых, оно просто сгорит, банально. То есть, если вы хотите подключать сюда другое оборудование, типа родного сервопривода, то в данном случае это будет невозможно с данным блоком. Такие блоки возможно изготовление на заказ, но напряжение уже будет не более 9,5-10 вольт, потому что при более высоком напряжении сервоприводы леговские, а также инфракрасные приемники будут просто сгорать. На этом все. Спасибо за просмотр. До свидания.